Итак, всем доброго утра. Уже утро, 5:30. Не получилось у меня уснуть. Я решила все-таки пару работ довершить и подарить вам кое-что. И так пойти отдохнуть, если получится, конечно. Знаете, почему у нас не получается ночью спать? Потому что у нас по ночам наши духи активны и нам не дают спать. То есть вот это вот состояние возбуждения, а потом спадает ближе к утру, но пока еще не спала. Итак, дорогие друзья, я вам очень много дарила, дарю и буду дарить. Потому что я считаю, что благодарных людей в мире значительно больше, чем неблагодарных. Просто неблагодарные люди у нас остаются в памяти, потому что это причиняет определенную боль. Когда ты делаешь добро, получаешь зло, это остается у тебя в памяти, очень остро запоминается. И, естественно, это превращается в опыт. Да, как Пушкин сказал, опыт – сын ошибок трудных. Что-то в этом роде. Однако это совершенно не означает, что вокруг одинакового типа свиньи недостойные существа. Сотни людей мне говорят спасибо, и это меня поддерживает, это помогает мне идти дальше. Итак, вот для тех сотни людей, которым мои работы нужны и важны, я дарю свои ритуалы. Запомните, придут времена, и вы, может быть, будете гордиться тем, что из первых уст это получали. Потому что когда-нибудь, когда меня не будет, эти работы будут из рук в руки передаваться и издаваться другими людьми, как сейчас издают многих авторов, которых, к сожалению, уже нет в живых, но их издают. Самое главное, важное здесь, что издают под их именем. Хоть на этом спасибо. Итак, мы живем в мире, где вокруг нас рубятся леса, сушат пруды и озера для того, чтобы построить коммерческие центры. Люди зациклены на деньгах, не понимая, что если мы не будем ценить изначальную природу, матерь природу, то со временем у нас не будет и денег, и помощи, и силы, и энергии. Потому что матерь природа, она очень мудра. Если помните, у меня есть ролик «Счастье без денег». Я там объясняла, как полюбить этот мир даже без денег. Как вызвать щедрость этого мира в свой карман, в свою жизнь. Каким образом? Вот вы смотрите на деревья, они огромные, красивые, высокие, богатые листвой. Вы понимаете, что природа щедра. Вы смотрите на огромные строительные комплексы. Вы понимаете, что это все вложение денег, это все деньги. Это все приносило денег строителям, тем, кто продавал, тем, кто планировал. Это зародилось в чьей-то голове, а потом воплотилось в жизнь. Вы должны все время видеть вокруг себя, замечать мудрость природы. Вы должны понимать, что она вам подсказывает. Я помню, был такой фильм про жизнь Нельсона Манделы, когда он из тюремной камеры смотрел, как протекает мимо их тюрьмы огромная река. И он пишет: в тот момент отчаяния я посмотрел на реку и понял, что эта река состоит из капель. А эти капли образуют волны, а волны образуют реку. И я понял, что мое дело капли по капле будет собираться, образует огромную реку. Эта река станет водопадом, снесет все на своем пути. И я буду победителем.
И действительно, его идея капля по капле, он сколько лет там, по-моему, 20 лет, что ли, с лишним сидел, сейчас точно не помню. Капли по капле его идея дошла до народа. Образовалась река, образовался мощный поток, который вынес его идею, и он остался в мире как величайший политик, философ и достойный человек. И вот вы, сидя на берегу реки, понимаете, что в тот момент, когда вам кажется, что у вас всего лишь капля в море, что вы не можете никуда двигаться, вы смотрите на водное пространство и понимаете, что капля за каплей образует огромное водное пространство. Значит, ваше дело капля за каплей образует огромный результат для вас. Вообще есть армянская поговорка: разукрашенный камень никогда не останется на земле. Обязательно его заметят и поставят на самое видное место дома. Понимаете, человек талантливый, как бы ему не было трудно в этой жизни, если он умеет видеть мудрость, как в Библии сказано, для дурака мудрость за 7 гор, а для умного рядом. Вот если человек умеет видеть мудрость во всем, он обязательно выйдет победителем из любой ситуации. И вот силу природы я хочу сейчас использовать для того, чтобы, кроме того, что мы получаем от природы энергию, чтобы мы еще получали от природы вот эту магическую силу. Потому что природа и есть магия, природа есть прародитель всего. И с природой связаны, со стихиями связаны все действия в магии, так или иначе. Боги обитают на небесах. Небеса – это воздух, это вода, которая поднимается туда. Темная сила, согласно мифологии, да, обитает внизу, в преисподней. Преисподней – это земля. Это точно так же водное пространство, подземные воды. И надземные воды существуют. И в водах обитают духи, и в лесах обитают духи, и в небесах обитают духи, и всюду, везде магия. Поэтому, используя силу природы, призывая этих духов себе в помощь, человек может идти вперед. Человек может прожить свою жизнь более счастливо, полноценно, более спокойно, более уверенный в своей силе и в своем будущем. И вот я дарю вам серию заговоров «Природа в помощь». Если вы будете эти заговоры делать, уж тем более для людей, которые рядом с парками живут или вообще живут в сельской местности, для них это более такой, знаете, удобный вариант. Вы со временем заметите, как ваша жизнь начнет меняться. Если вы хотите денежное довольство, возьмите 5 рублей, возьмите там бутылку с водой, найдите здоровое, молодое, высокое дерево, которое еще много-много лет будет стоять. Закопайте 5 рублей под этим деревом. Можно даже прям среди корней, но так, чтобы никто потом оттуда не вытащил. То есть так, в таком месте, чтобы это было не видно. Прям землю заройте, налейте сверху воды и скажите: «О дерево могучее, здоровое, сильное, как ты могучий молод, как ты растешь и зеленеешь, так и деньги мои идут в рост, крепнут и зеленеют. Пока ты, дерево, стоишь, так и моя денежная сила будет крепка. Аминь». И уходите. Вы связали одну истину с другой истиной. То есть пока это дерево стоит, ваша денежная сила будет крепкой. А дерево, может быть, будет стоять даже после вас. Это значит, что вы закрепили. Даже если вы не будете слишком богатым человеком, в любом случае у вас всегда будут деньги на затраты. Следующее. Пруд, река, море, водное пространство. Что у вас рядом? Садитесь на берег, смотрите и говорите:
О, вода, капля за каплей, сотни капель, тысячи капель, сотен тысяч капель, миллион капель. Сколько капель в море, сколько капель в океане, сколько капель во вселенской воде. Все пусть в деньги обратится и стекается ко мне. Да будет вечным мой достаток, как вечная вода. Скажите столько раз, сколько вам лет. Вы заметите, что вода вас услышит, поскольку у воды есть память. Когда человеку подают воду с ненавистью, он может поперхнуться, ему может стать плохо, это проверено. Мертвая вода – это вода с кладбища, это вода, заговоренная с проклятиями. То есть у воды есть память. У армян, когда подают воду, говорят на здоровье. То есть заряжают эту воду сразу позитивом, да, добром. На здоровье. А могут сказать, чтоб ты поперхнулся. Могут и так сказать. К птицам. Когда вы видите сборище птиц, которые либо летают, либо ходят по земле, это любые птицы, кроме ворон, потому что вороны это все-таки посредники между жизнью и смертью, миром живых и мертвых. Это немножко иная стезя, и к ним обращаются, как правило, практики. Вы лучше избегайте воронов, вообще ворон. Вы обращаетесь к птицам, к более таким мирским, да, голуби, воробьи, кто угодно, кроме ворон. Смотрите и говорите: «О пернатое братство, летите, кружитесь и долетите до небес, до трона богов. И от богов несите мне благословение и денежное везение. Поднимайтесь до небес и исполните мое желание. Прошу, заклинаю, получаю». Это в тот момент, когда вам срочно нужны финансовые вливания. Казалось бы, простенькие вещи, но вы знаете, все гениальное просто. Все гениальное просто. Для всего сильного не нужно искать красные крылья черного павиана. Просто нужно знать определенные вещи, либо нужно брать у человека, который знает слова-ключи. Меня иногда спрашивают, а как мы будем это делать, если у нас нет личной силы? Объясняю. Я даю вам такие заговоры, которые без вашей силы работают. В них есть определенные слова-ключи, которые вы не знаете, но я их туда внедряю. И они работают. Ну, например, давайте я вам поделюсь определенным секретом. Когда я говорю, да, вот есть у меня заговор такой: «О, караван, от купцов отрывайся и ко мне прилепляйся». Это тоже слова-ключ. Визуально отрывая от кого-то, прилепляя к кому-то, это тоже слова-ключ, но вы не знали об этом. Поэтому, если вы это будете говорить, даже если у вас нет личной силы, оно сработает, потому что там есть слова-ключи. Понимаете? Вот поэтому эти заговоры и работают. Вот вам великий секрет этих заговоров. Пойдемте далее. Когда у вас дома вечная ссора, вечное безденежье, вы чувствуете какую-то тяжесть в семье, что-то не то творится, возьмите церковную свечу, поставьте на стол, зажгите и начинайте подметать дом. Подметите весь дом и говорите: сметаю ссоры, сметаю зависть, сметаю безденежье, сметаю зло, что в доме моем незванно, нежеланно поселилось, да мучило нас, все ушло. Это говорите, сметая. Можете несколько раз говорить, пока сметаете все комнаты, все, что есть. Вот этот мусор соберите в какой-нибудь пакет. Подождите, пока свеча догорит. Возьмите эту свечу, огарок свечи, киньте вместе с этим мусором, выйдите на улицу или во двор, если у вас частный дом. Или поезжайте куда-нибудь, если у вас рядом нет места такого. И вам нужно будет закопать этот мусор, сверху поставить другую свечу, зажечь и сказать: похоронила всякое лихо и помянула истинно. И уйти.
не оглядываясь. Ну, если вы в поле зажгли свечу, ничего страшного, там пожара не будет наверняка. Но вам станет очень легко и спокойно, потому что вы все, весь мусор, весь этот энергетический мусор из дома убрали. Повторяйте это иногда, время от времени. Чувствуете, что тяготится, опять что-то не то. Вот это все соберите и уйдите. Кстати, хочу вам сказать, что если у вас незваные гости, вы не знаете, как от них избавиться, этот ритуал очень вам поможет. Когда их дома не будет, вот так подмести, отвезти куда-нибудь или выйти во двор, это все закопать, поставить свечу, помянуть, через некоторое время ваши незваные гости под каким-то предлогом уедут, потому что им станет дискомфортно. Что-то не то будет гложить их. Или у них там дома что-то случится, им надо будет быстро уйти. Вы как сметаете всякое незваное, что вам неприятно в вашем доме. И вместе с этой энергией сметайте этих людей в том числе. Вот, чтобы вы знали. Есть у армян, ну, в принципе, у грузин тоже есть такая традиция, вообще закавказских народов, называется дерево желаний. У грузин называется натврисхе, у армян называется цамкутян цар или ерязанки цар. Дерево желаний или дерево мечты. Когда выбирали определенное дерево, вообще это было священное дерево, еще со времен тотемизма, когда поклонялись деревьям, поклонялись животным, считали своими предками определенных животных, но выбирали определенное дерево. Это дерево должно быть здоровое, большое, мощное, красивое дерево, которое не высохнет наверняка. То есть вековой дуб – это самый раз. Привязывали красную ленту и загадывали желание, или просили и говорили. А потом, когда желание сбывалось, они приходили, привязывали синюю ленту и, поливая дерево, оставляли золото или что-нибудь еще. То есть потом они могли понять, сколько раз их желание сбывалось, считая красной лентой и синей лентой, извиняюсь. Так вот, на основе этих традиций армян и грузин я хочу вам подарить замечательный ритуал, который вам очень поможет. Найдите где-нибудь, это дерево не должно быть из вашего хозяйства, собственно, из дома, из огорода. Это дерево должно быть дикое. Где-нибудь в другом месте, в таком месте, где только вы можете знать, чтобы никто не оторвал желательно эти ленты. Берете красную ленту и воду. Идете к дереву, привязываете эту нить и говорите: дерево доброе, дерево святое, дерево колдовское, стоишь, не шелохнешься, перед бурей не прогнешься, ты крепко стоишь, и я стою крепко. С красной лентой тебе желание передам, исполни, прошу, а я не забуду, не предам. Я благодарный буду. Привязали нить, сказали свое желание. Это желание должно касаться денежного благополучия, какого-то спасения от опасности, какого-то серьезного момента происшествия в вашей жизни, чтобы вас это все как бы стороной обошло. Это может касаться любовного свидания. Не жениться на мне, а пусть придет там, выслушает меня и так далее. Когда у вас это все сбудется, да, вы сказали, связали, значит, привязали, завязали и полили водой и ушли. Когда у вас сбудется, приходите с синей лентой. Благодарите своими словами, опять завязывайте, значит, эту ленту, приносите красное вино, открываете, слегка поливаете на корень дерева, ставите рядом и приносите монет по числу ваших лет. Вот сколько вам лет, столько и монет должно быть. Положите под корень и уходите. Это ваш откуп духу дерева, который исполнил ваше желание. Итак, дорогие друзья, пускай еще одна коллекция замечательных вещей, замечательных заговоров, ритуалов вам в помощь. Потому что ту силу, которую имеет природа, мать природа, не имеет ни одна сила, кроме нее.
Все мы рождаемся от природы, все мы уйдем туда же. Ничего никуда никогда не пропадает. Человек рождается, человек превращается во прах, из праха выходит дерево, из праха выходит что-то иное, которое точно так же со временем становится прахом и так далее. Круговорот вещей на Земле, да, или материя бессмертна, как говорил Платон. Всем удачи, всех благ, пользуйтесь во благо и благодарите Вселенную за все, что вам в этом мире дано. Всего доброго.